Привет всем! В этом видео я расскажу про GPS-трекер от компании Sinotrek. Моделька называется ST907. Вот так вот выглядит комплект. Здесь у нас GPS-трекер. Он сделан в виде реле автомобильного обычного. По размеру чуть больше, где-то на полсантиметра. Но это в глаза не бросается. Со стороны смотришь, как обычное автомобильное реле. Также в комплекте у нас идет колодка для подключения с проводами. Здесь у нас есть предохранитель и провода для подключения. В комплекте также идет инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Здесь подробно все написано, расписано, какие команды, как подключается, схема подключения, как настраивается. Поэтому разобраться с этим трекером вообще труда не составит. Подробная инструкция на русском языке. Для того, чтобы настроить и подключить этот GPS-трекер, крышечка верхняя у нас снимается, она на защелочках. Здесь две защелки, вставляется, защелкивается. И для того, чтобы открыть, нужно просто потянуть и вытащится сам трекер. Сверху у нас расположена GPS-антенна, поэтому его нужно располагать антенной вверх. Вот так он должен стоять, не боком, не вверх ногами, а именно антенной вверх для лучшего приема. Он и так будет работать, если он будет там боком, но чтобы спутники хорошо ловило и был качественный прием, антенны располагаем вверх. Дальше здесь у нас есть с этой стороны, это у нас GSM антенна, чтобы мобильную сеть ловила. Здесь вот она припаяна, и черная это GSM антенна. Здесь у нас плата самого трекера, и здесь находится слот под сим-карту. Нано-сим сюда вставляется. Нет никаких ни кнопочек, ни переключателей. Просто вставили сим-карту, подали питание и трекер начал работать. Нету никаких переключателей. Все очень просто сделано. Нано-сим вставляем сюда в слот и закрываем. Я вставляю Kyivstar. Здесь у меня есть интернет. Дальше я покажу, как его настроить и как это все будет работать. Вставили сим-карту. Здесь уже все готово. Закрываем крышечку. Вот так она защелкивается. Здесь индикаторы есть. Желтый это сеть. Синий это у нас GPS-спутники. Но так как я в помещении нахожусь, то спутники либо могут долго ловиться, либо вообще не поймаются. Но если положить на окно, то в принципе спутники поймаются и он будет показывать точное местоположение. Здесь есть встроенный аккумулятор. То есть если в автомобиле сняли аккумулятор, то он может работать автономно некоторое время, ну где-то часа 3. Одеваем колодку. Вот сюда подключили мы. Здесь у нас провода. Красный это у нас плюс. Подключаем к аккумулятору. Черный это минус. Подключаем куда-нибудь на массу. И здесь два провода. Они идут у нас для управления бензонасосом. Вы можете удаленно выключать, глушить машину, блокировать. Если вы угнали, вы можете через приложение, либо с помощью смс-команды подать сигнал. И вот эта цепь, здесь внутри стоит реле, разомкнется и отключит, ну, например, бензонасос. Смотря куда его подключить. Можно отключать и другие системы, но в инструкции указано бензонасос, значит будем говорить о бензонасосе. Здесь у нас вход идет плюс в синий провод. Реле включено и пошло у нас на бензонасос. То есть мы в разрыв цепи можем его установить. И по команде мы можем отключить питание и тем самым выключить, заглушить машину. Также этот провод используется для обозначения, чтобы трекер понимал и показывал в приложении, заведена ли машина, либо нет. Когда сюда подается на этот провод плюс, например, вы не хотите подключать бензонасос, но просто подключите сюда какой-нибудь плюс при включении зажигания, чтобы трекер знал, будет ли машина заведена, либо нет. Потому что когда машина заглушена, она будет светиться красным цветом на карте. Если завести машину, подать сюда плюс. Если машина заведена и стоит, она будет серым цветом светиться. Если она будет двигаться, то она будет гореть еще другим цветом. То есть вы можете знать, заведена машина, либо нет. Функций в этом трекере немало. Здесь можно отслеживать онлайн местоположение. Также можно просмотреть маршрут за день, за неделю, пройденный километраж. Это все фиксируется, мониторится на сайте. И вы можете просмотреть отчеты за определенный промежуток времени. Выбрать и посмотреть, где машина ездила, где машина стояла. Также можно установить
геозону. Если машина выйдет за определенную геозону, вам придет уведомление. Также здесь есть мониторинг скорости. Если машина будет превышать скорость, вы установите какой-то лимит по скорости, то вам также будет приходить уведомление. В общем, функций здесь много, но теперь я покажу, как он настраивается, как подключается и протестируем, как он работает. Для начала подадим на него питание, чтобы не лазить зимой на улице под капотом. Я взял вот такой вот аккумулятор 12 вольт. Тут 3 банки по 4,2 вольта. На черный мы подаем минус. Просто подключаем. Красный у нас плюс. Мы подаем на плюс. Вот сразу включилось реле. При подаче питания реле по умолчанию будет включено. То есть вот эти два провода, которые идут для бензонасоса, в разрыв цепи ставятся, они будут по умолчанию включены. По команде SMS, либо с приложения, они будут выключаться. По умолчанию они включены. И также обратите внимание, что когда вы первый раз настраиваете и хотите использовать эту функцию отключения двигателя, первый раз ее нужно отправить с помощью SMS-команды, включить и выключить. И после этого она тогда уже будет работать в приложении. Если через SMS-команды ее не активировать, то в приложении просто будет выскакивать ошибка. Теперь нам нужно настроить интернет на сим-карте и также скачать приложение. Для начала нам нужно зайти в SMS-сообщение, отправить на трекер SMS-ку. Вверху я ввожу номер сим-карты, которая установлена в трекере. И дальше смс-ка 80340, пробел интернет, пробел интернет, пробел интернет. Можно и одно слово, но не всегда запоминает он IPN-адрес. У меня получилось первое интернет – это имя пользователя, потом интернет – это пароль. И третий интернет – это IPN-адрес. В Украине IPN-адрес на всех операторах одинаков, поэтому любой оператор вы отправляете вот такую смс-ку, и интернет на трекере начинает работать. С этим мы разобрались. Теперь нам понадобится вот такое вот приложение. Оно называется Sinotrack. Скачать можно в Play Market. Оно у меня уже скачано. Ссылочку оставляю в описании. И также на iPhone такое же приложение можно скачать с App Store. Заходим теперь в это приложение. Здесь нам нужно будет выбрать сервер первое. Выбираем Sinotracker. Этот сервер используется с этим трекером. Если какие-то другие модели трекеров, то там могут выбираться другие сервера. В данной модели выбираем Sinotracker. Дальше вводим ID пользователя, написано на корпусе трекера. Стандартный пароль 123456 ввели. Здесь у нас внизу есть выбор языка. Выбираем русский. Здесь есть украинский, английский и другие европейские там языки. Выбираем русский язык, нажимаем «Вход». Так как интернет на трекере настроен, у нас горит значок онлайн. Если интернет не настроился, нету денег на счету, пакетных мегабайт, либо вы неправильно отправили сообщение, либо вообще вы не отправили, будет гореть значок офлайн. Выбираем нашу машинку и выбираем карту. И вот показывается местоположение автомобиля. Здесь можно посмотреть передвижение за любое число, то есть это все сохраняется. Маршрут за день можно посмотреть, пройденный километраж, посмотреть, какие были тревоги, какие срабатывали датчики. Здесь следующая вкладка у нас есть настройки, и также можно дистанционно отключать-выключать двигатель с помощью команды. Включение двигателя отправляем 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас реле включается. И если хотим выключить его, заблокировать, то мы отключаем. Тоже вводим пароль стандартный. И отправилось сообщение, и реле выключилось. Сейчас прокатимся. Трекер я подключил к аккумулятору. Программа у меня тоже запущена. Вот у меня машинка онлайн светится. На карте местоположение. Сейчас карта прогрузится, тоже показывается. Вот она. Когда машинка стоит, она сереньким показывается. И сейчас будем ехать. Также еще очень интересно заметил, когда блокируем двигатель, выключение двигателя, то реле выключается не сразу, а в течение минуты она клацает туда-сюда. Сейчас вы услышите. Вот. Щелк. И она щелкает туда-сюда, включается, выключается, и так в течение минуты оно клацает.
а затем выключается. То есть оно не сразу просто отключилось, а клацает некоторое время. Вот сейчас мы ему включаем обратно. Включение двигателя. Релюха включилась и перестала клацать. Ну а сейчас мы посмотрим, как у нас местоположение мониторится. Проедемся и посмотрим, как оно работает. Для просмотра маршрута можно зайти на сайт Sinotracker. Здесь есть вкладочка «Повтор». Тут я выбрал свое устройство. Также выбираем промежуток времени, за который вы хотите просмотреть отчет. Можно посмотреть за день, я вбил вчерашний день. Также можно просмотреть здесь за неделю, за месяц, за год. Все сохраняется на сервере. И также можно выбрать определенные даты. То есть с одного числа по другое можно выставить и загрузить отчет. Здесь у нас есть вот такой вот ползуночек. Можно проматывать передвижение. И здесь внизу отображается дата и время, то есть посмотреть, в какое время, где находился автомобиль. Также здесь показывается в момент, когда определяется местоположение, скорость автомобиля. Вот, например, сейчас показывается 9 км в час. Если вот здесь я ехал по прямой дороге, здесь была скорость 68 км в час. Если поставить ограничение скорости, то при превышении будет участок дороги светиться красным цветом, пока все хорошо, здесь высвечивается зеленым. Если превышение скорости будет превышен лимит установленный, то участок дороги будет показан красным цветом. И вот я доезжал до определенной точки, после чего у меня разрядился аккумулятор. И после этого уже машинка начала светиться красным цветом. Последнее местоположение уже трекер показывал в автономном режиме от своего аккумулятора. Тогда машинка светится красным цветом. Здесь внизу есть разные вкладочки. Можно посмотреть отчеты по пробегу, по простою и время стоянки. То есть машина где-то находилась, стояла. То здесь все фиксируется, сколько машина находилась в движении, сколько стояла, разные отчеты. И каждая точка местоположения, которая была определена, здесь она сохраняется. И можно посмотреть координаты и разные параметры GPS-трекера. То есть все здесь в настройках можно выставить и просмотреть. Вот так работает данный трекер. Ссылочка на него будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.